Всем привет, народ, жители Ютуба, Рутюба и разного рода социальных сетей. Сегодня у меня на обзоре очередной гайковерт из Поднебесной под брендом Shark Pro и модель гайковерта Тор 1500. Приехал в таком вот чемодане, видите, все эти петли, штифты металлические. И вот такая вот огромная большая защелка. В принципе, как бы и классно. Держит отлично. Чемодан с виду очень, друзья, прочный. Итак, вскрываем, смотрим, и мы видим, что вот такая вот. Ну, инструкции трудно назвать. Здесь дело в том, что идет, видите, гайковерт, цепная пила, пистолет клеевой, трещотка и т.д. и т.п. То есть, какие инструменты, я так понимаю, есть у данного производителя. Также здесь есть техническая поддержка. Опять же, в случае чего, кому, не дай бог, это все дело понадобится, пожалуйста, сканируйте и обращайтесь. Также есть телефончик WhatsApp. Ну и вот наш наборчик. Значит, смотрите, аккумулятора 2, конечно, просто один аккумулятор у меня уже разобран, дабы не терять время и продемонстрировать все это дело вам. Итак, поехали. Зарядное устройство салазкового типа, думаю, всем давно знакомо. И смотрим, что здесь у нас написано. 50-60 Гц, 1,5 ампера. Ну, я думаю, указано все как бы честно. Так, аккумулятор 1, аккумулятор 2 у нас по 6 ампер-часов. Вот таких вот тоже неплохих довольно корпусах. Что у нас здесь? 21 вольт. Max Battery Lithium Ion 6 ампер-часов, 61 ватт-час, ИНР 18650. Ну, здесь 18/65, я так понимаю, 18650. Все это дело брендировано. Shark Pro, значит, индикатор у нас включается только при смене установки батареи. Здесь у нас, видите, заглушечка, ничего как бы особо и нет. Значит, у нас здесь идет 3 ряда по 2000 мА. Также можем заряжать и обыкновенной штырьковой зарядкой. Колечко со штифтом, я думаю, показывать уже, останавливаться не надо. Идет вот такой вот огромнейший набор из скольки тут? Из 6 головок. Головки хром-ванадий, удлиненные и разный размерный ряд. Значит, 24. Ух ты! Даже и головки, друзья, брендированы. Но это опять же хром-ванадий. Вот. 24, а это у нас и даже 27 миллиметров. Все под брендом Shark Pro. Давайте уже все посмотрим, чтобы вы знали хотя бы какие есть размеры. Так, здесь у нас головочка на 17. Головка на 22. Шикарный наборчик. 21. Ну, конечно, жаль, что они не хром-молибденовые. Это было бы вообще шикардосно. Так, с головками разобрались. Эти головки давайте в сторонку. Наш виновник торжества, вот такой вот красавчик, гайковерт Shark Pro. Раскрас такой, я бы сказал, боевой, красивый. То есть придряться как бы не к чему. Ну и что, смотрим по сборке. По сборке шов, как я всегда говорю, есть. Он абсолютно пальцами не ощущается. Здесь немножечко какая-то нестыковка. Вполне вероятно, что не дотянут винт. Но больше никаких претензий по сборке у меня к нему абсолютно нету. То есть вот пальцем, как я говорю, чувствуется, что есть шов, но чтобы такой явный какой-то был облой, такого, друзья, нету. И обращаем внимание, у нас кальциевая подсветка. Я считаю, что такая подсветка вот просто супер на, в принципе, любом инструменте. Будь то гайковерт, шуруповерт, там, я не знаю, что еще. И там перфоратор даже, да, допустим. Форм-фактор такой у меня похожие были, как бы гайковерты, конечно, без кольцевой подсветки, поэтому я даже и не знаю, что вам и сказать. Да, я вижу, что он собран тоже, видимо, на 2 демпферах, так как это все рукоятка у нас отдельно, а это все, вот я не знаю, если честно, что-то такое, металл или пластик. Скорее всего, вот это пластик. Но на металл не похоже. Да, видимо, это пластик. Это у нас ударная часть металлическая. Площадка под аккумуляторы Makita. Все как мы любим. Значит, есть блокировочка. По центру не нажмешь. Закручивание и откручивание. Все, в принципе, отлично. Все это дело собрано на винтах Torx 10. Ну, опять же, квадрат 1/2 дюйма. Так, народ, давайте теперь посмотрим аккумулятор. Вот он так, напоминаю, выглядит у нас целиком. И давайте я вам продемонстрирую все это дело как бы в сборе. То есть в разборе, извиняюсь. Вот такой вот корпус.
Не скажу, что хрупкий, но фиг его знает, короче. Все это дело, конечно же, у нас покажет время. Здесь у нас следующая картина, да. И вот это все дело еще у нас желтая вещица, вот, видите, тоже отделяется. И все это собрано на вот таких вот длиннющих саморезах, тоже под Torx 10. Так, корпус-то, конечно, вам не интересен, вам интересна внутрянка. Внутри вот такая у нас картина. 3 мосфета, 2 шунта, кнопочка индикации. Контакты очень даже жесткие, довольно неплохие. Вот, как я всегда говорю, уже производитель китайский стремится немножечко хотя бы, но догнать, допустим, тот же оригинал. Хотя это все дело еще далеко, но уже как-то можно мириться. Так, не открывал полностью, я думаю, достаточно посмотреть сварочку. Сварка довольно неплохая, на мой взгляд, на 4 точки. Точки, правда, неравномерные, разброшенные, но все это дело держится. Видите, как здесь 2 точки попало прямо куда-то под термоусадку. А так все, в принципе, держится, как бы работает, плата запаяна. Никаких особо претензий я высказать не могу. Ну, кроме того, что нет, опять же, у нас этих вот картонных колечек изоляторов, которые в данном конкретном случае с использованием вот этих ламелей, да, я бы, наверное, все-таки рекомендовал устанавливать. Но опять же, есть у нас внутри вот эти вот пластиковые кольца. Так, смотрим на элементы. Элементы, друзья, уже всем давно известные. Это CJ или CJ, не знаю как правильно, 18650, 2000 мАч, 3,7 вольта. И какая-то там еще циферка написана. То есть у нас 3 ряда, якобы по 2000 мА. Сейчас мы с вами замеряем, значит, что общее сопротивление, сопротивление ячеек. И потом я уже не буду делать тест большой, дабы сэкономить время. Просто продемонстрирую вам, что же я намерил по емкости. Берем наш приборчик, врубаем. Так, надеюсь, вам, друзья, все это дело видно. Опять же, все так как-то бликует. Ну да ладно. Итак, меряем общее сопротивление. Вот буду мерять где-то здесь. 36,9. Короче, 37 миллиом. 20,7 вольта. Так, кому-то интересно было и, конечно же, на силовых контактах. Давайте вот так вот, наверное, сделаем. Здесь уже у нас 43,7 миллиома. Вот, немножко что-то скачет, 43,5, ну да ладно, 20,7 вольта, все так же, как и было. Так, а все-таки измерять параллели мне надо, друзья, наверное, оторвать вот эти картонки до конца. Потому как мы с вами особо не померяем. Здесь очень неудобно мерять сверху на пайке. Так, картонки я оторвал. И поехали. Итак, измерять буду в центре параллелей. Я думаю, вы все со мной согласитесь. Итак, первая параллель. Что ж ты скачешь? Да, пока, как всегда, в отверстие попадаю. Снайпер. Ну вот, 6,9 миллиом. 4,14 вольт. Далее, вторая параллель. 6,9 грубо миллиом. 4,14 вольт. Третья параллель. 6,8 миллиом, 4,14 вольт. Четвертая параллель 6,7 миллиом, 4,14 вольт. И крайняя пятая параллель у нас 6,9 миллиом, 4,14 вольт. То есть по балансу, как вы сами видите, просто все шикарно. Хотя у нас здесь, конечно же, никакого балансира и нету. Так, все как обещал. Емкость я вам сюда куда-нибудь присобачу. Ну и такой результат я получил при тестировании данного аккумулятора на емкость. Значит, тест был током разряда 1,2 ампера, что составляет 0,2 С. Вот, разряжался аккумулятор до 12,5 вольт, но, конечно, друзья, до 12,5 вольт ему не дало разрядиться просто плата БМС и отрубила все это дело раньше. Вот, и поэтому мы получили 4838 мАч, разряд длился 4 часа 1 минута 55 секунд. Конечно, плата БМС отрубила это раньше, но все равно 6000, я думаю, здесь у нас не будет. Вот 4838, ну 5000, я думаю, как бы реальных здесь есть. А мы едем дальше, и что мы будем с вами делать? Измерять
измерять, конечно же, друзья, обороты. А перед этим прочтем мы с вами вот эту вот записочку, да. Модель у нас, как я и говорил, Тор 1500. Значит, указано от 0 до 3500 оборотов в минуту, 4000 ударов в минуту, крутящий момент 1500 ньютон на метр. Друзья, ну вы сами понимаете, что вот такой малыш 1500, конечно же, не возьмет. Хорошо, чтобы он взял 800 или там 1000. Это еще кое-как, да, вписывается в его габариты, но не 1500. Сделано в Китае, дата 02-26, то есть свежачок, хлебушек свежайший. Ну и поскольку 3500 у нас есть, давайте будем делать так. Опять же мою головочку с меткой. Аккумулятор берем. Получаем вот такого вот монстрика с таким здоровенным аккумулятором. Вес довольно неплохой. Вес мы померяем немножко позже. Так, смотрим, что у нас, да как здесь. Смотрите, как все организовано. Такие вот выпуклые, классные, уже прорезиненные кнопочки. Просто шикардос. Итак, поехали. Максимальная скорость. Я думаю, вам видно. Первая. Вторая. Третья. На отворот. Значит, у нас горит два светодиодика. Смотрим, что за скорость. А это постоянная. И нажимаем. Загорается вот здесь вот точечка. Вот в уголочке. И это скорость с автостопом. В принципе, как бы и все. Так, меряем. Давайте с первой скорости начнем. И погнали. Первая скорость. Поехали. «1850 оборотов». Друзья, не буду я делать повторов, дабы сэкономить время. Вторая скорость. Поехали. Я думаю, натянет 2100. И третья скорость. Поехали. «2400», то есть до 3500, конечно же, нам ехать и ехать. И их здесь нет. В принципе, как нет в любом, я думаю, заявленном китайском гайковерте. Это уже мы привыкли, это как бы нам считается нормальным. Хотя на душе скребут кошки. Думаю, у вас тоже так же. Итак, на откручивание делаем постоянную скорость. Поехали. 2000, сколько там? 400 было, по-моему, да? Вот, в принципе, 2400, что на заворот, что на отворот, одинаково. Поэтому я все время говорю, что усилие гайковерта, что влево, что вправо, будет идентичным. Просто, когда мы заворачиваем гайку, нам надо преодолеть, сжать металл, поэтому усилие у нас получается немножко меньше, нежели он может взять на отворот. Когда ему гаечку там, или болтик просто нужно отпустить. Так, все это мы с вами замерили, померили. Каждая скорость, друзья, у нас может регулироваться, конечно же, видите, нажатием курка. Что на отворот, что на заворот. Да, ну кольцевая подсветка, конечно, это крутяк. Это просто, друзья, крутяк. Смотрите, как она горит даже днем. Конечно, у меня тут софтбоксы, очень ярко. И то уже падает какая-то тень даже от головки. Классно. Берем весы. Друзья, извините, с прошлого обзора смазочку я так и не отмыл. Ну да, ладно. Ставим на весы в полном, так сказать, обмундировании с аккумулятором и с головкой. Смотрим. 3 кило, считай, ровно. Теперь давайте развесовочку всю отдельно. Аккумулятор 842 грамма. Не хухры-мухры. И сам гайковерт. Так он стоять не будет, поэтому делаем вот как-то так. Ух ты, смотри, что сделалось. Что-то мне тут вырубилось все нафиг. Опа. 2,163. Думаю, все прекрасно все видели. Разбираем, смотрим внутрянку, так как этот гайковертик нам надо по-любому разобрать. Ну что ж, поехали. Все раскрутил. Я надеюсь, все разобрал. И давайте смотреть. Давайте начнем, наверное, друзья, с задней крышки. Если она, конечно, здесь съемная. Она здесь... Я даже и не знаю. Она здесь, не могу я снять ее. А, нет, снимается. Так, крышечка, как мы понимаем, опять же у нас является опорой ротора, подшипника ротора. Пластик довольно такой неплохой, толстый. Я бы сказал, пока все песня. Значит, недавно, наверное, в обзоре
гайковерта какого-то. Надо мной смеялись, что я не мог вытянуть, соответственно, ротор из... Ну, сняв эту крышку, ротор из статора. Вот. Говорит, посмеялся от души. Друзья, я ведь не бог, допустим, не создатель этой техники. Я не могу знать, как вся эта техника устроена. Надеюсь, вы со мной согласитесь. И если я просто не подсек, что здесь нет крыльчатки, а крыльчатка у нас где-то внутри, и, ну, конечно, логика должна была сработать, что нефиг тянуть. Ну, в принципе, я 2 раза попробовал, как бы, и на этом успокоился. Вытягиваем ротор. Ух ты! Вот такой вот ротор. Золотой. Золотой ротор. Значит, сейчас возьмем штанген и все это дело, конечно же, промеряем. А вот статор у нас таким образом установлен. На глаз провод, конечно, больше миллиметра. Но, опять же, это все обманчиво, и мы с вами все это дело обязательно померяем. Меня самое больше волнует вопрос, как снять вот эту вот круговую подсветку. Почему? Потому что, смотрите, колокол у нас отваливается. Давайте попробуем. Ага, пластик вышел из зацепления, и в каком-то из гайковертов надо было провернуть. Опа, есть контакт. Провернули, сняли. Друзья, запоминайте, не ломайте. Просто провернули по часовой стрелке, вот когда так лежит, и сняли все это дело. И у нас, видите, вот такое вот колечко светодиодной подсветки. На алюминиевой, я надеюсь. Честно скажу, не вижу, но я думаю, что все-таки на алюминиевой подложке. Хотя могу и ошибаться. Так, ну и теперь попробуем снять колокол. Опля. Смазки просто, ну просто от души навалили. Просто, друзья, от души. Взял штангенциркуль, и меня просили сделать измерение и внутренних вот этих всех деталек. Поэтому вынимаем. Опля. Вот наш сам молот. Видите, тут какая-то такая... смазка а-ля слоновая кость, а здесь мы уже видим синюю смазку. А там все как бы в куче. То есть намешали, наверное, остатки и положили нам. Поэтому измеряем внешний диаметр вот этого вот молоточка, молота. Ну, будем говорить, 56 миллиметров, да. Потом давайте я измерю вот так. 36 миллиметров. И как бы что нам здесь, да, еще можно. Ну, давайте вот это вот диаметр посадочный. 10 миллиметров. И здесь как бы у нас все. Вот эта деталюха. Одна. Единственная. Так, будем класть это все дело где-то на стол сюда, дабы нам не вымазаться. Что по ротору? Опять же, на глаз 26 миллиметров. Как ни крути, как ни верти. Пожалуйста, 26 миллиметров. Друзья, подшипники в смазке, я вам ничего о них не скажу, просто померяю. 22 миллиметра. Первый подшипник, 19 миллиметров второй подшипник. Так, далее по металлу. Хотя бы немножко примерно. Блин, тут у нас везде получалось 20 миллиметров. Ну и здесь 20 миллиметров. Немножко я на косяк это все дело взял. Так, потом полная длина 73,20. Здесь у нас какая? Шестиконечная звезда приводная. Приводной вал в виде шестиконечной звезды. Так, ну диаметр давайте вот этой золотой части я еще померяю. Вдруг кому-то и это понадобится. 28. Грубо 21. Ну, крыльчатку мерять уже не буду. Я тут, опять же, на меня наругались. Говорят, нафиг ты эту крыльчатку меряешь. Может оно, друзья, и так. Так, значит, давайте теперь будем смотреть наковальню. Пока что наковальня, да? Вот такая у нас наковаленка, в принципе, как всегда и как обычно, все стандартно. Давайте вот это замеряем 45-34. Здесь меряем 20-67, внутренний диаметр 10, поскольку мы с вами мерили вот эту ответную часть, вот этот вот выступающий конец вала на, соответственно, молоте. Ну и диаметр тоже, как всегда, как везде, 17,96, то бишь 18 миллиметров. Так, общий размер 50-77. Ну и квадрат 1/2 дюйма. Думаю, с этим ясно и понятно. Так, кому интересен вес... Поскольку весы у меня уже заражены, то давайте смотреть. 94 грамм. Ага, опять не видно.
93 грамма. 90, ну, короче, между что-то. 93, 94. Так, измеряем. Ух ты! Ты смотри, как приклеился. Измеряем молот с редуктором. Получаем 600, ну, грубо 60 грамм. Ну и кому интересно, ротор 135 грамм. Так, конечно же, брошу я на весы и вот эту вот чашку. Колокол 221 грамм. Так, и давайте смотреть, что у нас там. Мы видим, лежит вроде бы как бы металлическая шайба. Да, это металлическая шайба. Вот я ее туда-сюда и ложу. Так, и давайте померяем внутренний диаметр. Люди просили, говорят, почему ты не меряешь эти все размеры? Нам будет хорошо подбирать какие-то там запчасти. Ну, пожалуйста, давайте. 60-37 внутренний диаметр. Внешку, я не знаю, надо, не надо. Ну, фиг с ним. Вот, давайте вот здесь возьму. Так, мимо. Вот так. 71,1. Так, давайте, кому интересно, по центрам отверстий. Так у нас получается 63,27. А так, плюс-минус, как-то так, 47,47. Дальше, что общая высота. Как-то вот так, 56 миллиметров. Ну и на этом, наверное, все. Кому интересна глубина, вот до сих пор, от края. Смотрим 41-47. На этом тут больше как бы и смотреть нечего. Немножко хромает обработка. Вот так видна отливка. Вот эта часть не фрезерована. Но я так понимаю, она здесь абсолютно не участвует ни в работе и абсолютно без разницы. Так как там есть часть фрезеровки и почти в конец. Здесь немножко металла сэкономили. А так все, в принципе, как бы шикардос. Все красиво. Показываю все досконально, дабы не было лишних вопросов. Хотя, как показывает практика, вопросы все равно появляются. И что я здесь... Ага, как всегда, я не открутил один, друзья, винт. Не заметил. Меня с этим винтом, я не знаю, хоть ты уже мемуары пиши. Ладно, висит на бите. Все, теперь уж вскрываем. Но опять не вскрывается. Неужели я что-то еще забыл? Нет, все буквально раскручено. Опа, есть контакт. Видите, я глубоко ошибался, что наш гайковерт собран на демпферах. Все-таки здесь пластик и корпус, в принципе, как всегда и как обычно. Вот. Мощный, я скажу, корпус. Довольно мощный. Так, ага, опа. Корпус, видите, у нас опять же состоит из нескольких составляющих. Прикольно. Выпала вот эта вот индикатор аккумулятора и, соответственно, переключалка скоростей. Ну и смотрим. Мы еще не доставали с вами вот эту вот часть. Вот эту вот часть не доставали. То есть там лежит венец зубчатый, прокладка черная, тоже смазки валом. И, в принципе, здесь уже по фрезеровке даже никаких абсолютно претензий и вопросов ничего не вызывает. Кстати, очень напоминает цвет. Здесь цвет краски, друзья. Потому как, видимо, когда красили корпус, что-то здесь покрасили. Ну, или здесь не хватает металла. Не, я все-таки думаю, да. Это, друзья, не фрезеровка. Это здесь, когда красили вот эти вот части, как-то попала по периметру краска. Это краска. Так что здесь все супер. Супер-пупер. Так, и смотрим сюда. Вот видите, здесь тоже покрашено все это дело. Точно такой краской. Так, давайте, наверное, замерю и эти части. Значит, смотрите. Посадку вот эту вот. 62,84. Потом померяем мы с вами вот здесь. Мерять буду по вот этим вот отливкам.
а потом померяю без отливок. Вдруг кому-то что-то надо. 57,65. Теперь переезжаем сюда и мимо отливок 59,98, то есть 60 миллиметров. Так, общая длина или высота 44,35. Внешний диаметр 64,68. И я думаю, все, наверное. Ну, давайте вот здесь еще замеры сделаем 65,80. И, соответственно, вот здесь, наверное, пускай будет. Вот так. 71,05. На этом как бы все. Смотрим теперь, друзья, сюда. Ну, кольцевую подсветочку я вам показал. Значит, кнопка, самая обыкновенная кнопочка. И смотрите, какое изготовление. Наша кольцевая подсветочка уже идет на своем разъемчике. Ну, замечательно. Кнопочка следующая. Опять же, с оборотами. Так, ладно, давай на место сразу. Ладно, с местом. Так, контактная колодка или башмак а-ля Makita. Пайка на оценку хорошо. И здесь хорошо. Немножко пожалели припоя. Далее достаем контроллер. На контроллере провода двигателя припаяны, в принципе, отлично. Здесь все залито компаундом, как всегда. Имеется кнопочка переключения скоростей. Два конденсатора, а маркировочка у нас, пожалуйста, есть. Ну, только уже читайте сами. Очень длинная. 25-й год, по-моему, здесь контроллер, да? Да, 25-й год. Ну и вот такой вот у нас статор. А статор, если по пластику мерять, так, то получается 23,70. Так, секунду, я вытру. Здесь по пластику вот так, когда беру 16,70. Внутрянка, ну опять же, если там 26, то тут будет там 26 с копейкой. 26,74. Запас грубо миллиметр, да. Ну и обещал я вам промерить намотку, какой диаметр провода. И где его взять? Вот здесь, наверное. Так, сразу давайте 0. Есть 0. Вот здесь. 1,1 миллиметр. Толщина у нашего провода. К сожалению, больше хорошего места для измерения нету. Вот, в принципе, и все. Итак, народ, собрал я полностью наш гайковерт. Все шикарно, отлично. Но забыл я одну вещицу. То есть проверка на память. Давайте смотреть. Так. Включили мы третью максимальную скорость. Отключаем теперь аккумулятор. Подключаем. И смотрим, что у нас третья скорость. Давайте сделаем, допустим, первую скорость. Отключаем аккумулятор. Друзья, руки жирные после смазки, поэтому неудобно. Все скользит. Разрядили. Посадили аккумулятор. И смотрим. У нас горит первая скорость. То есть память присутствует. И это супер. Ну а теперь уже идем что-нибудь там покрутим. Приступаем к тестированию нашего Shark Pro гайковертика. Вот. И давайте сделаем, наверное, попроще все это дело. Смотрите, я уже подготовился. Сверху на шкале 1000 ньютон задание. Шкала у нас, сброшено все дело в 0. Давайте сразу мы 1000 и зажмем. И посмотрим, сколько ему придется постучать. И дальше уже будем делать какие-то выводы. Что нам делать дальше? Так. И обязательно мою трубу усилитель. Так, всего лишь 400. Маловато. 830.
983. Не знаю, я тут 1000 дожму, не дожму. Шпильки тянутся, друзья, наверное. Все-таки это, видимо, китайские шпильки с гайками. Все. Фух. Так. Показания не сбросились. 1017,5 дал я перебор. Так. Вот как-то так. 1017,5 ньютон. Усилие все-таки такое не хухры-мухры. Так, сюда отставим камеру. И давайте будем, как говорится, посмотреть. Головка на 32, 1/2 дюйма квадрат. На откручивание ставим. Первое, второе, на откручивание. На откручивание у нас одна скорости есть. Это автостоп, нам он не нужен. Постоянное усилие. Ну что, как говорится, с Богом. Давайте смотреть, возьмет он эту 1000 или нет. Поехали. Так, давайте, наверное, я, знаете, что сделаю? Давайте я поставлю метку мелом. Ну вот как-то так. Вам будет видно. Наверное, видно не будет, так как будет засвечивать подсветка. Ну что, поехали. Вот, 1000 ньютон он взял. И это у нас было за 10, где-то там, не знаю, 10-15 секунд, наверное, да? Ну, может быть 15. Немножко постучал, но 1000, как мы видим, взял. Заявлено 1500. Опять же, напоминаю, что в этих габаритах 1500 гайковерт ну никак не может быть. Понятно, что это производитель написал ради, как говорится, маркетинга. Что я могу сказать по первому, так сказать, впечатлению? Гайковерт справился с этой гаечкой довольно неплохо. То есть 1000 ньютон у нас, можно сказать, все это дело уверенно берет. Поэтому, как я всегда, друзья, говорю, никогда не зажимайте свои колесные болты и гайки вот такими гайковертами. Имейте у себя в арсенале динамометрический ключ. Они, благо, сегодня не так дорого стоят. Там до 210 ньютон. У меня, допустим, в автомобиле 105 ньютон, я зажимаю 120, то есть для надежности, но не больше того. Поэтому не рискуйте и не гонитесь никогда за мощными гайковертами. Почему? Потому что вам нужно помимо сезонной смены колес, допустим, будет обслужить свою подвеску в автомобиле. И вы погонитесь за большими ньютонами, вы придете к чему? К большим габаритам. Давайте я покажу. Вы приедете к большим габаритам гайковерта. Смотрите. К весу гайковерта, то есть очень тяжелый, и к квадрату 3/4 дюйма. И это, я вам скажу, таким гайковертом автомобиль легковой крутить ну, абсолютно неудобно. Вот этот вот гайковерт вступает в работу, если, допустим, какой-то из моих более меньших гайковертов не могут, допустим, открутить ступичную гайку. Вот тогда вступает в силу уже в работу вот этот вот гайковерт. А так он, как говорится, ну, работает, но не так много. Дальше. Предлагаю следующее. Не меняя аккумулятор, хотя я взял новый аккумулятор, полностью заряжен. Я хотел поменять аккумулятор для тестов всех этих остальных, но не хочу менять. Смотрите. У меня есть болт с левой резьбой, который влево закручивается, вправо откручивается. Поэтому делаем тест, опять же, на откручивание, но будем зажимать болт в режиме откручивания с левой резьбой. Будем зажимать каждый болт, раз, два, три скорости на заворот и одна на отворот. Будем зажимать по плюс-минус 10 секунд. Итак, поехали. Откручиваем, то бишь зажимаем. 10 секунд. Есть такое дело. Дожимаем вручную гаечки все. То у меня привычка их не дожимать.
Есть и есть. Ну что ж, третья, вторая, первая скорость на зажатие. Так, у нас вторая, третья скорость. Друзья, не знаю, видно, не видно. Вот маленькие окошки. Поехали, 10 секунд. Вторая скорость. Надеюсь, видно. 10 секунд. Ну, опять же, плюс-минус, друзья, считаю в уме. И первая скорость. Тоже 10 секунд. Все. Теперь будем, как говорится, посмотреть. Так, значит, эту гаечку нам надо зажимать, чтобы открутить. Поэтому начнем с этой гайки, посмотрим сколько и перевернем тиски. Будем работать с подставкой. Но, друзья, поскольку гайки, гайки новые, подставка зависает моя в воздухе просто-напросто. Так, наверное, давайте вот таким макаром все это сделаем, сбросим показания. Хотя, опять же, напоминаю, цифровой ключ можно не сбрасывать. Он всегда ведет отсчет от нуля. И погнали отпускать. Посмотрим, с каким усилием в режиме откручивания закрутил наш гайковерт. Ух ты! Фу, так. Так, друзья, извините, что до горы ногами, как говорится. 895 ньютон и 6 десятых. Смог зажать болт с левой резьбой, гайковерт в режиме откручивания. Обратите на это внимание. Так, теперь переворачиваем тиски. Снимаем все эти рычаги. Ух ты! Снимаем все эти рычаги. Вот как-то так. Так, вам там видно? Видно, отлично. Так, так, так. Нам надо переставить ключик. Делаем сброс. 0. И погнали. 800 с чем-то ньютон у нас было на закручивании, то бишь на откручивании. И смотрим третью скорость сразу. Что нам покажет третья скорость. Так. А здесь у нас вообще что-то слабовато. Нашу гаечку зажало. И показываю вам, что 531 ньютон и 1 десятая. Всего-то. Почему так? Непонятно, друзья. Ну ладно, едем дальше. Хотя, наверное, знаю почему. Потому что мои вот эти новые шпильки с гайками, они, видимо, все-таки какие-то, друзья, резиновые. К сожалению, вот эти все тесты, наверное, будут не совсем корректные. Но плюс-минус мы с вами, видите, понимаем, что у нас делается по гайковерту. Кстати, друзья, если кто-то обладает информацией, где можно купить болт с гайкой с хорошей крепостью на М27 резьбу, М27 на 1,5, дайте знать. Обыскал вчера все на свете, ничего не нашел. Хотя знаю, что такие вроде бы существуют. Итак, вторая скорость. Опа. Так, 462 и 2 десятых. 462 и 2 десятых ньютона. И первая скорость. Ладно, первую скорость можно и так надавить. Опа. 368 и 4. Пожалуйста. Опять же, самые внимательные скажут: да как же ты говорил, что на отжатие, что на зажатие ньютоны будут одинаковые. Друзья, поскольку вы видели
частоту оборотов на зажатие и на откручивание, и она, соответственно, одинаковая. Следовательно, у нас усилие момент на откручивание и закручивание одинаковое. Опять же, здесь, видимо, сыграла злую шутку вот эти вот китайские, как говорится, шпильки с гайками Сазон. Вот гайки я немножко покрутил, и уже у нас грани получаются острые, как звезда. В отличие от оригинальных, на которых я их покрутил, не знаю, очень большое количество раз, и только тогда вот эта вот звездочка появилась, типа расклепанная головкой. А на новых гайках она сразу тут уже есть. Поэтому вот как-то так. Где купить оригинал, честно скажу, не знаю. Вот. Да и с оригиналом вы сами видели, что у меня произошло. Просто обрубила, обкусила юбочку и продавила болта. Ну, то бишь шпильку. Так, народ, все мы с вами посмотрели, потестировали. Что можно сказать? Вы, наверное, ждете, я скажу тут, что гайковерт не соответствует 1500 ньютон. Вот, и его, как говорится, не берите. Нет, друзья. Я вам все как бы сказал. В обслуживании частного своего автомобиля легкового где-то в гараже этого гайковерта будет выше крыши, поверьте вы мне. Вот, у меня же 4 гайковерта на вооружении. Пользуюсь от самого маленького, там в 250 ньютон патуопрошка, до там вот этого вот Хеймердингера. Поэтому гайковертик отличный. Опять же, взял 1000 ньютон. С открытой душой и честной совестью, как говорится, могу рекомендовать к покупке. Тем более стоит на сегодняшний день не так уж и дорого. Плюс 2 аккумулятора по 6 ампер-часов. Ну давайте будем честными, по 5 ампер-часов. Что в принципе тоже хорошо. На этом, друзья, все. Сегодня был на обзоре вот такой вот гайковертик Shark Pro. Пока. А что это вы здесь делаете? А? Кино-то уже кончилось.